Ну, меньше, по крайней мере. Смотри, сколько на этих. Spagrues. Channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках. Друзья, всем привет! Мы очень рады видеть наших постоянных и новых зрителей со всего мира. Кто не смотрел предыдущие две серии, напоминаю, на ремонт приехал Mercedes Actros 1845 2019 года выпуска с двигателем ОМ 471 12,8 литров. У автомобиля огромный расход масла. За последние 200 километров расход масла составил 8 литров. Это очень много. В ходе первоначальной диагностики мы установили, что в цилиндр двигателя через корпус воздушного фильтра попадало огромное количество песка и грязи. С помощью эндоскопа мы посмотрели, что стенки цилиндров стерты, и было принято решение снимать ГБЦ. В дальнейшем мы разобрали частично этот двигатель, то есть сняли головку блока цилиндров, сняли гильзы, сняли поршни. Кольца были очень сильно изношены, стенки цилиндров изношены, впускные клапана изношены. В остальном никаких серьезных проблем обнаружено не было. Кому интересно, вы можете вернуться и посмотреть более подробно это в предыдущих видео. А сегодня мы будем собирать этот двигатель и пробовать производить его запуск. В конце видео мы расскажем вам, сколько же стоил этот ремонт. Друзья, также напоминаю, что каждый лайк, каждый комментарий, каждая подписка на канал очень важны для нас. Это помогает нам выпускать видео как можно чаще. При этом это все бесплатно для вас. Поэтому всем спасибо, кто поддерживает нас, и мы начинаем. Смотрите, все, нам запчасти все пришли. Мы начинаем сборку. Теперь поднимаем кабину, начинаем чистить блок, устанавливать гильзы, поршня, поддон, затем ремонт головки и ее установка. Соответственно, такой порядок у нас сборки. Готов к установке гильз. Сейчас мы берем одну гильзу, замеряем быстро гильзы и начинаем внедрять. Вот самое главное, что после этого видео все, гильзы установлены. Что делать? Поршня? Так лучше.
Смотри, какие вкладыши. Черный. Это специально такой у них налет. Поехали. Друзья, я туда не полезу, потому что мы вместе там не поместимся. Я буду только мешать. В целом там все понятно. Пугеля закручиваем на коленвал. Не перепутать. Шатуны ломаные. Номер на шатуне и на бугеле должен сходиться, правильно? Все поршни у нас установлены, теперь нужно затянуть заданным моментом шатуны. Как у тебя там дела? Затягиваются потихонечку. Так, мы приступаем к ремонту ГБЦ и сборке ГБЦ. Впускные клапана под замену. Новые. А выпускные мы оставили старые. Мы их просто притрем. А на впускных, если кто не помнит, было ступенька там была. Выработка. Ну, мы там сильно, наверное, не будем увлекаться, да, в ремонт этой головки. Тут все просто. Клапана какие под замену, какие нет. Направляющие все в хорошем состоянии, то есть проверяются. Дальше притираются клапана. И, соответственно, если притерлось, поставили новые маслосъемные и собрали. Вот и весь ремонт, собственно, головки. Можно притереть клапан? Да, я видел, как вручную люди притирают. Главное видеть прилегание клапана и седла. Только на ногу не уроню. Вот это не лезет почему-то.
Впускной коллектор. Всасывающий. ГБЦ Made in Germany. Это Made in Нидерланды. А это Кронштейн, Соединенное Королевство. Мне тогда еще надо 3 рабочих брать, работников, 3 мотористов. Потому что эти бедолаги справляются. Мотор надо раскидать? А что, вы слушаете? Пока надо сделать то, что надо сделать. Теплообменник поменять на мане на том. Сканить, Зидевича уже взяться наконец-таки и сделать. Колечки. Правда, даже не написали. Моменты затяжки не написали. Раньше всегда все писали. Да? Ну, практически у всех. Но Элринг везде бумажечку ложит, как затягивать и момент затяжки. И даже здесь хитрили. Никому не рассказывают. Можем закидать. Срочные новости. Уникальная сделка. Дром купит твое авто за 3 миллиона рублей. Просто подай объявление о продаже авто на Дроме до 23 апреля. Каждый день с 16 марта по 24 апреля Дром случайным образом определяет, кому предложить сделку на 3 миллиона рублей. Хочешь помочь другим? Ставь лайки в объявлениях. Каждый лайк увеличивает вероятность на участие в сделке. Иди на Дром по QR-коду или по ссылке в закрепленном комментарии и получи возможность заключить сделку. Продавать авто? Иди на Дром. Отпускаем. Нормально? Один зритель просил передать ему привет в любом нашем видео. Из Бразилии вроде бы. Зовут его Тато. Передаем Тато привет. Здорово. Голова у нас установлена. Это единственная работа, которую я сделал за сегодня. А ты китайские грузовики чинишь? Нет, Чего? не хочу. Я посмотрел, что ситраки бьют рекорды уже во всем мире. В принципе, их даже начали в Австрии собирать ситраки. CH7 нового поколения, да, сегодня вот новость почитал. И они там планируют нормально, ну, то есть выйти на большое количество. Ситрак делаем. Ну, ситрак там же двигатель МАН, да, там, то есть, по сути. Мощно.
Закручиваем болты ГБЦ заданным моментом. Ну что, все? Все, затянули головку. Ой. Вот внутри. Устанавливаем распредвалы. Распредвалы здесь пустотелые, то есть пустая трубка, а кулачки уже сверху, да, наставлены. Напрессованные кулачки. На Вольвах мы видели уже несколько раз, как эти кулачки проворачиваются. Здесь ты встречался с такими? Пока нет. Стрелочка. Опа. Мы имеем здесь два распредвала. Впускной, второй выпускной. Впускной имеет всего лишь 6 кулачков. Два, три. Такой вот у нас комплект. Установочный форсунок. Сколько? Ну вот. Такой зажим. Топливная рампа. В общем, Сергею нужно установить 6 вот этих трубок топливных, которые соединяют топливную рампу и топливную форсунку. То есть мы сначала затянули форсунку, затем затягиваем мы трубку. Пока вообще без машины.
Так, друзья, пишите, с каких вы стран. Мы будем делать приоритет, на какие языки переводить видео. Потому что этот процесс занимает очень долго времени, а еще он платный. Ось, коромысел, клапанов, двигателя. Данила! I need help. Еще Сашкина пятая. На, держи вот этот. Пока вот так просто придерживай хотя бы. Близко друг к другу вот так просто. Давай мне что держать. Вот этот вот. О! Люк как раз открывал. Все, всем спасибо, все свободны. Ковырну чуть-чуть ее. Приступаем к регулировке клапанов. Зазоров клапанов. Все, так с каждым. Масляный насос, масляный приемник. В серединочке новые стоят, все разобрали, почистили и поставили. Не хватает, да? Дорогу молодым! Так, прикручиваем траверсу нижнюю. Так, у нас автомобиль на пневмоподушках. От этого траверса мешало нам снять поддон. Поэтому мы ее откручивали. А? Так, установили мы новый топливный и масляный фильтры. Также залили масло, антифриз. Также установили новый воздушный фильтр и новую крышку с новой резиновой прокладкой, из-за которой у нас, собственно, и была и проблема. Вот наша долгожданная прокладка. Устанавливаем. Придется теперь на Даню полный заказ снаряда закрывать. Двигатель полностью собран.
заглушил, А блядь. ты его сам заглушил, да? Да. Форсунки, чтобы пробило, блядь. Нет, он еще потому, что не пробило топливку нормально. Ну, чтобы топливку пробить, его надо нормально погонять. Дадим поработать, сделаем диагностику, проверим баланс, ну, нагреем, проверим все. Сделаем баланс и уже скажем, что и как. Пока какой-то цилиндр как будто бы работает некорректно. Итак, двигатель вчера у нас поработал, сегодня с утра поработал. Загнали его снова, посмотрим, все ли в порядке, есть ли какие подтеки или еще что-нибудь. Да, Данила? Да. Ну, вроде все сухо. Нигде ничего нету такого. Сейчас DAF продолжаем снимать, а эту машину будем выпускать. Все, короче, ставим на заряды и отдаем. Поработало оно у нас вчера целый день. Вот. На потеках мы проверили, потеков никаких нету, ни масла, ни антифриза, все гуд, все работает. Так пока машина у нас готова к выдаче ее из ремонта. Поэтому на этом мы, в принципе, можем, наверное, заканчивать. Что у нас стоимость? Стоимость надо вспомнить. Вот. Но в целом там, ну, вышло где-то 700, по-моему, да. С запчастями, с работами. со всем. Запчасти и работы, да, 700. По факту, ну, это, в принципе, не дорогой ремонт для такого автомобиля. Просто, что он не делал топливную аппаратуру, которую тоже надо было бы проверять и, возможно, ее ремонтировать, а стоимость уже ее как идет дорого. Мы не меняли ни коренные вкладыши, мы не меняли снаружи прокладки, там, сальники по сцеплению, ну и так далее. То есть туда никуда не лезли, в такие места. Мы чисто поменяли цилиндр-поршневую группу, то есть гильзы, кольца, вкладыши, шатуны, и ремонт выполнили головки. Все, вот это вот именно сумма, около 500 запчасти, 200-250 работа. Вот, вышла такая вот стоимость. Поэтому вот так вот и будет. Вот такой вот автомобиль. Те запчасти, что на эту машину, что на эту, мы сравнили, примерно одинаково стоят. При этом сейчас у нас в ремонте есть Scania Евро 5. Там запчасти на нее стоят примерно на 40% дешевле. Вот так вот. Подписывайтесь на канал, Ставьте ставьте лайки. и комментируйте. Очень сильно Да, помогаете комментарии нам. тоже. Поэтому все, друзья, всем спасибо за то, что провели это время с нами, и до встречи. Razbagruze, channel about trucks.